Здравия и ума желаю всем слушателям. Эзера Литовский Презентс дарит новый цикл рассказов о Зазеркалье из рубрики «Ничего себе». Опять иду по джунглям, засекая ловушки и волчьи ямы вражин. А может, закон от Эзера поможет? Ну, сами знаете, первый. Хорошо, попробую. Слушайте, египтяне-исламисты, первый закон от Эзера. Картинка банана не есть банан. Ну что, граждане тунеядцы, хулиганы, алкоголики, кто хочет поработать? Начнем, как водится, с разогревчика. Сегодня эпизод из мало кому знакомого фильма «Темная башня» Dark Tower. Фильм ничего особенного, но с некоторыми подсказками и поучениями для жизни в аду. Звучит парадоксально, но это так. Если хотите жить в аду и исцеляться, учитесь жить, так как вы давно мертвы. И учиться надо знать у кого. Не у козломордых ваших, конечно, разных блогеров, да якобы профессоров и иных иноагентов. Те вас затрахают просто до смерти и все, сделают рейп. Если еще полуживые. А если мертвые, то это, конечно, в радость вам будет слушать-то, что вы так любите. Про потоп, по праздности разные, и энергию женщины, другую сладу вашему эго. Выдам некую тайну. Когда вы слышите то, что вам сладко становится о себе великом, великие победы, богатыри русские, русский великий народ, великая энергия женщины и тому подобное, знаете, что ублажает лиса ворону. Ваше эго. А это означает тут дело уже с чужим и фашистом, сатаной. И как результат вас будут трахать. Сперва в голову, потом в жопу. И шекели заберут непременно. Это мастера своего дела. Мошенники и воры. Я это называю ворами-карманниками. Он вам про победу, великие, значит, великости, значит, ракетные удары по Ормузскому проливу, чтобы вы смотрели куда-то в сторону того Ормузского пролива. А тем временем шарят по вашим карманам. И это не только в ваших индивидуальных карманах. Шарят по большому карману, что бюджетом вашим называется. Вот. Там я видел даже один вроде полунормальный считался, но тоже шекель, оказывается, забирает. Но на великое дело, чтобы какая-то книжка была выпущена дешевле и доступнее про революционеров. Книжка, конечно, волшебная. Прочитает зомби ту великую книжку о каких-то революционерах допотопных и сразу перестанет быть зомби. Это мне напоминает, как, значит, книжки продают и рекламируют, как стать миллионером. Ну, вот, значит, взял зомби, придурок, прочитал и стал миллионером, да? Ведь так у вас бывает. Нет, миллионером станет тот, кто вам эту книжку продал. Потому что у вас дураков очень много, и он-то миллион наберет. А зомби, оно ведь очень удобно. Он не знает, что делать, он не знает, как жить. Что думать он не знает, потому что там нет ничего, да, все заблокировано. А тут ему вон какое предложение. Делать-то, оказывается, зомби надо ничего. Надо только шекель дать тому, кто тут заботится обо всем и знает, куда шекель направить. Какую книжку, значит, выпустить? Или там еще что-то, значит, там оплатить какие-то расходы на канал или что-то такое, там слышал. Многие есть. Налоги заплатить какие-то. Ну, вот так вот. А это и есть козломордый фашизм с Египтом в припляску. Пока дураки в шароварах гопак чубатые отплясывают и в экранах чего-то щебечут про войну и Ормузский пролив,
А другие дураки на это смотрят, рот разинув, им по карманам шарятся. По всем. Ну ладно, вы же все и так знаете. Я это знаю. Смотрим эпизод. Я часто говорю о том, что с нас дует гавах. Но это показать невозможно по ряду причин. Одна из них, что это в невидимом нам спектре. Ну, вторая, что дураки вокруг слепые. Как мы не видим много в этом мире, но на то у нас нет разрешения. Не видим, например, беспроводную связь, но видим ее через устройство. Не видим так называемые ультрафиолетовые лучи солнца, лампочки, но ощущаем их и даже можем видеть по ожогу кожи, что мы называем загаром. Это все есть радиоволны или электромагнитные волны, и мы их не видим, но можем чувствовать, как радиоприемник. Если его настроить на нужную волну, мы начинаем слышать музыку или голоса. Так и с нашим радиоприемником в черепе, мозгом и нашей антенной душой. Если есть душа, антенна, будете слышать голоса, мысли ваши, и потом будете и видеть. А если нету, то будет у вас просто шипеть. И вы видеть будете не глазами, а внутренним глазом, разумом. Ведь мы понимаем, что есть радиоволны некие не своими глазами, а разумом. Глазами у нас воздух, да и все. А вот глазами разума, что я называю внутренний глаз, то есть inner eye, внутренний глаз и внутренний я, что в Библии была надпись Инри, можно многое увидеть, если не входить в сон, если не выключать антенну и не ломать свой радиоприемник разной какостью. Чем вы и занимаетесь, кстати, всю жизнь, по сути, превращая себя в бракованные изделия с перегоревшими схемами и цепями, что вы называете нервы и все такое. Без тех электромагнитных волн я еще вижу эфир, то есть огонь. Опять же, это невидимо, но мы его ощущаем разными признаками, такими как телевидение, радио, интернет. Это же электромагнитные волны, как в море, океане. А еще это тем самым и наши мысли, наши идеи. Они все приходят через огонь тот, через эфир. Это те же самые электромагнитные волны, некие кванты, в какоголову через щель половую. Мы же основаны на программках, как биороботы, как дроны, на удаленном управлении, по сути, бот-программа. Если есть доступ к нашему «я» на сервере, мы действуем как рабочие, как осознанные. Если доступа нет, то это просто зомби на самоуничтожительной программе в каменоломнях. И это переключение мы делаем сами, как говорится, чик, и реле переключилось. Задали жару наркотой и ложью и переключили. Ну а потом, сами понимаете, вас ждет прекрасная жизнь в могиле, в Шеоле, то бишь в Иерусалиме, среди жидов, что и есть мертвецы по определению, если помните то видео про рыб. Так вот здесь красиво и вычурно показали ту энергетику невидимую. В кино это возможно вот такими красивыми приемами выразить то, что дураку объяснить невозможно. Этот дурак называет чудесами какими-то и волшебством, не понимая, что он по сути настолько слеп и дурак, что не видит того, что он живет в непонятном и тем самым чудесном мире, где он вообще-то не понимает ничего, но ему кажется, то есть его охмурили настолько, что он возомнил себе, что он знает все. И что тут он самый главный? Робот-то.
летящий куда-то и тем самым еще и крутясь, как на карусели. Вот дураки. Вон в мире Дикого Запада такое показали. Там тоже главные некие были, управляли роботами, но потом им дали почувствовать, что немного все не так есть. И последние стали первыми. Может, поймет, чего такого там показали. И, кстати, на английском сериал-то назван просто «Мир Запада» Westworld, а на русском «Мир Дикого Запада». Он не есть дикий. 2К. КК. Мир Злого Запада. Но паршивые зомби, обосратые им, это нормально все. Ходить измазанными в говне, мазаться говном и прыскать на себя говенную воду, что названо туалетной водой, жрать говно с сахаром и удивляться, как все тут культурно и цивилизованно. Прям вершина эволюции. Ой. Жаль, что мозгов не осталось, внутреннего глаза. Отсюда и мираж с иллюзией непроходящий. Свиньи решили, что они, значит, тут самые главные на Ближнем Востоке. Ну, значит, к этому эпизоду. Вот тут и показали ментальную энергию. Она варьирует, она может быть сильнее или слабее. Если зомби спился, превратился в труп, огонь в нем угасает, он становится трупом. У него гаваха не будет, он еле тлеет огонек, поддерживая последние жизненные функции зомби. Да и то я удивляюсь, насколько крепкие модели сделаны. Уже вроде труп, но смотри, еще даже выдает по поводу потопов в экран, и шекели даже может забрать. На это энергии хватает. Тот колдун и волшебник злой, он овладевал детьми, мозгом детей, направлял ментальные удары той энергии в некую темную башню с целью разрушить ее. Все это метафоры и символика, конечно, но все связано с реальностью. Мне тут главное показать ту энергетику, тот Берлин, который у вас забрали и постоянно перенаправляют куда-то. Когда перенаправляют в потопы, это все идет в туалет, в никуда. А если перенаправляют в конкретных врагов, то это удары по тем врагам. Как, к примеру, украинцы и русские. Те ненавидят одних, другие ненавидят других. Но по сути это просто энергетическая бойня, в которой жарят все других. Так как тут обозначить врага нет возможности по национальности, это надуманное. Но это страшная и сильная энергетика, ненависть есть энергия, низкая энергия при том. И когда массово дураки начинают это выпускать, а при капитализме оно массово всегда выпускается, добавьте сюда зависть, скорость и эгоизм, то вы получите то, что я называю смрадным болотом, но невидимым, в котором вы и ходите сами. Это как насрать себе в голову, в штаны, в рубашку, лежать в говне и весело притом смеяться, вспоминая великую победу. Вот что такое наказание. И вот как действуют настоящие каратели. Они разогревают котел с дураками в смоле, и дураки начинают сами себя варить. Сами выпускают энергию, сами в ней погибают. Вот что есть фашизм, и вот что есть война. И вот почему это названо тактика волос, тактика выжженной земли. Вы сами себя сжигаете и индивидуально, и коллективно. Потому что дураки. А война и называется война. Воют. Воют сирены, воют бандерлоги вокруг, и самое опасное, воют через экраны и массово. И этого хватает для того, чтобы вы сами посходили с ума и разбежались, и отравились, и пропали без вести, и стали психопатами да безумцами и чужими, даже сами себе. Напомню, что Бог карает, отнимая разум. Другого и не надо тут. Вы там что-то боитесь калашниковых, танков, каких-то самолетов. Нет, самое главное оружие отнять у вас разум. Себя отнять, Бог отнимает связь с ним, и все. После этого уже вы сами себя как-то уже захороните. После того, как вам отняли разум, переключив реле или спалив вам нужную цепь, которая не выдержала напряжения и предохранитель полетел, у вас начинается полное приключение жизнь по дороге в могилу. Вы сами себя забьете. И вам помогут ваши близкие и друзья-безумцы в форме демонов и бесов, тоже сошедших с ума. Демоны, бесы — это признак как бы уже. Можно деменция, вот там Альцгеймер какой-нибудь, это все. Вот это по-другому названо демонами, бесами.
Вот такая вот паранойя у Ноя во время потопа. И тот потоп ведь показали в фильме «Вторжение». Информационный потоп, где явно указали, что та вода информационная, она будет лживой. А вы что-либо поняли, гениальные искатели допотопных городов и руинистов в Ормузском проливе? Вас предупредили. А вы увидели предупреждение? Да куда уж там чего увидеть, ведь вы все знаете. И про беды веды, и про какунов с перунами, и про иранские ракеты на подлете к Израилю, и много-много всего. Как источник энергии ударом по башне у колдуна были дети. Это во всех смыслах есть правильно показано. Дети это и в одном аспекте это смертные, то есть наше племя вообще. Мы есть дети, мы есть смертные, мы есть слабоумные и недееспособные, так как мы дети. И наш мозг, он обрезан и находится в состоянии сна или выключки до того, пока мы не пробудимся, не придем в сознание, не восстанем из мертвых, что очень редко здесь. Это как проснуться в том вытрезвителе в фильме, и тогда они проснулись. Через Литовский прекрасно объясняется понятие взрослый. Это с глазом, видящий по сути. Когда приходит в сознание, только можно видеть. А до этого вы видите только картинку банана, что вам показали и рассказали, главное, значит. Пояснили ту картинку вам, как надо понимать. Вот у вас это все и есть тогда. Как ребенок, значит, смотрит эти картинки и все напрямую понимает. Как написано там. У него медведь с лисой и разговаривает, ну, значит, разговаривает. А в контексте нашей жизни зомбопланеты дети это тоже правильное определение, так как у них есть заряд нужной энергии. Пока еще и они могут нанести очень чувствительные удары, например, по родителям. Пока они не стали взрослыми зомби, то есть пока не вышли на тропу войны этого мира, то бишь болото с мертвецами. Пока ребенок, он видит больше и понимает больше только потому, что у него целый радиоприемник и антенна. Если, конечно, не постарались заботливые зомби, передав ему уже не работающие устройства наследственно. Потом огонь начинает гаснуть, и где-то в нашем болоте до 20 все это угасает и принимает форму болота. Ребенок утонул. Отсюда колдун, он использовал детей и их энергию. Это и легче делать, так как дети доверчивы. Как доверчивы были те зомби, споенные в хлам в Иисусе СССРовиче. Они же смотрели в телевизор и доверяли всему, что видят. Пребывали во сне блаженном, в коме. Большинство абсолютно до сих пор в этом живут. В экране, в королевстве кривых зеркал. И не понимают, что выйти из него весьма просто. Надо просто применять волшебное слово «нет». И первый закон от Эзера, не говоря даже об 10 приказах. Ну и пара слов о том персонаже, который наносил удары по башне с помощью дураков малолетних, не понимающих, чего они творят. Им показали, что вот это зло и все. Дураки козырнули и пошли рядами на врага. Но по сути они бьют и убивают сами себя. Но этот парадокс им не понять. Мозги-то того в стране тога. Тут-то башня и была составная часть самого мозга. Это защита некая, но об этом ждет видео в будущем. А персонаж тот злой был колдун и волшебник. Уже кто слушает мои видео, должен был понять намек, когда вам показывают на каких-то колдунов и волшебников. Это всегда указывает на одно направление – фармацию. В переводе с греческого это есть колдовство. Вот все как просто. Ваши аптеки – это лавки волшебников и колдунов, и не более. Кто-то вам готовит зелье, о котором вы не имеете никакого представления, что оно делает с вашими мозгами и душой, но вы просто жить уже без этого не можете. У вас мозги поехали так далеко, что вы давно в Африке, в Египте, в того, но никак не можете в этом разобраться.
нет мозгов. Без формации разных наркотиков, что, напомню, в английском означает и лекарство, и наркотик, колдун это тоже работающий с информацией, с программами, что я называю духами. Компьютерная программа это дух, а с духами работают колдуны и ведьмы. Так что тут тот колдуну, который направлял ментальную энергию на разрушение самого себя, и была наркотическая формация, наркотики по-простому, и программное обеспечение. И игры компьютерные это может быть тоже. Это же наркотики. Передачи, блогеры и все такое. Сами понимаете, что производит в голове, например, игра в танчики под алкоголь. И та наркота, она не должна быть какая-то страшная-престрашная. Аспирин, таблеточки от сна, таблеточки от стресса, сахарок десертный, кофеек, водочка, пивасик. Все это и есть наркота, которой заведует тот колдун. А перед тем ведь всегда есть информационные составляющие. Вас и детей должен кто-то убедить, что это нужно и полезно, что это прикольно, что это модно, что вон Брэд Питт, смотрите, он как тоже делает, какие он татуировки вот там показывают, все это. Ведь сперва надо информационно это все вам обработать, тракнуть в голову с вазелинчиком, а потом уж сами уже прибежите. Могу вас уверить, что в таком положении великолепно работает закон от Zero Distraction is Distraction. Сами подумайте, что может видеть и чего понимать бандерлог с отрезанными мозгами, смотрящий в картинку игры какой-либо или новостей, или еще чего. Как вы реальность-то увидите войну, геноцид? Вы же смотрите вообще в другую сторону. В экране вам нарисовали красивый, значит, весь блестящий мир. Так этого и не видят никто. Ни войны, ни геноцида, ни реальности. Ни зомби в зеркале не видят. Не видят, как отнимают ихний разум. Затем и отнимают, чтобы не видели, и сидели себе радостные в полной лоботомии в турке. У них детей под носом насилуют, убивают, а они в телевизор пялятся. Ну прям картинка из фильма «Груз-200». Там же вас показывали в форме той старухи, выжившей из ума, которая пялилась в экран, а тем временем сын ейный держал на привязи девицу и вытворял с ней все, что угодно, как и теперь вытворяют с молодым поколением. И сын объяснил, что это жена его. Вот и все. Вам по телевизору тоже все объяснили, и вы поверили, бандерлоги египетские. И в этом есть много помощников у колдуна. Они приводят, по сути, ребенка в то кресло и начинает спуск энергии, как спуск крови. И это, могу вас уверить, есть не только некие продавцы наркотиков, наркобароны зловещие. Нет, это и родители, и друзья, и продавцы в магазине, и водители, и полицейские, которые это возят, производят. Это ученые, которые все это узаконили. Это медики, которые всем этим пользуются. Может, кто уже понял, на что это намекает? Да, на ад. Это и есть ад, где во главе угла стоит смерть с косой. Но на ней, значит, такая мантия из долларов. И вы за ней ничего, за той мантией не видите. Только в нашем мире эта коса на форме Кока-Колы. Но суть-то это коса души, что и есть название той Кока-Колы. Вас предупреждают об вреде всегда. Только там можно делать ущерб, только так можно делать ущерб с согласием вашим. А когда вы не согласны, вы не будете себя травить. Вы скажете «нет», волшебное слово. А для того, чтобы вы были не согласны, нужны гласные читать уметь. Иметь устройство не испорченное для прочтения и не обрезанное, и всегда говорить «нет» миру, что и есть и болото, и дьявол. Только говоря «нет», вы узнаете истину и увидите реальность. Выйдете за колючую проволоку своего концлагеря смерти. Так что тут в такой вот форме было показано простое и злободневное, подсадка на наркоту и потом освобождение от зависимости.
Вся суть фильма. А на главной поговорю об хоккее. Помню, уже было видео про хоккей. Разбирал название и почему его так вычурно показывали. Это игра, в которой все завязано на глазах. Ястребиный глаз можно перевести хоккей. Если вы видите то, что не видят другие, у вас преимущество, а видеть можно разумом, только разумом. Видеть не понимая, это не дает ровным счетом ничего. Вот и сегодня я поведаю то, что я увидел, смотря какие-то моменты из серии, где играл ЦСКА в Канаде. Советский ЦСКА. Играл ЦСКА с Эдмонтон Уойлерс. Это не обязательно может быть этот матч. Все эти разные игры серии, так называемые, которые были или не были, я не уверен. Но по экранам нам это показывали. Они, в принципе, все о том же. Только тут, ну вот, как пример взял эту игру. И всегда самый главный матч ведь был в хоккее СССР и Канада. Не США, не Швеция, не Германия, а Канада. Это объясняло, что, мол, канадцы хоккей изобрели, обезьяны те, и были самые сильные хоккеисты. Нет, тут, как всегда, самое главное — это информация. А потом это уже оформят как следует. Про СССР я говорил и про Канаду вроде. Кратко напомню, что Канада — это Кан-Ада или Кана-Ада. Банка Ада, зависть ада, подчиненный, покоренный адом. Проще оседланный чертом и на привязи к шекелю, наркоте и лжи, если уже донести совсем в упрощенном образе. Ну, может, понимаете, что это такое, против кого выступали хоккеисты, что в принципе и говорится об зрении. Вы видите, либо нет. Вы видите либо Канаду какую-то, либо вы видите банку ада, из которой ад вылезает, как джин из лампы. Если видите ад, то вы от него убежите и не сделаете того, чтобы попасть к тому Пингет из Hellraisers. И команду ада набирали соответствующие, и фамилии игроков они весьма примечательны. Они по сути указывали на то, что есть оседланный чертом и покоренный адом. Средства показывают, в принципе, того, как стать оседланным чертом. Что надо, чем заняться, чтобы вот тебя черт оседлал. Ну, там, в принципе, метамфетаминовый рай об этом тоже видео. Давнишний уже. Про подключку. Можете думать, что это случайно, но я почему-то уверен, что в этом мире ничего случайного не бывает. Везде есть причина и следствие. Преступление есть наказание. Я не буду подробно разбирать все об этом матче, обращу внимание на мною подмеченные главные детали, которых вполне достаточно, по-моему, определить ад и дорогу в его, а также средства, которые могут помочь определить, увидеть ад и избегать той дороги. Начну с того, что команда ада названа Oilers, что в переводе нефтяники или масляные. Про нефтянку есть видео. Кто не знает, чего такого есть нефть, найдите и прослушайте. Ад и нефть, они связаны. Все для ада делается из нефти. Сахар, алкоголь, другие ваши любимые наркотики, все это нефть. Аспиринчики, там вот эти таблеточки. Вот. Нефть убивает разум и душу, если так проще сказать. Психотропик. Фанта, такой напиток, даже и написано нафта, нефть на литовском. За СССР выступала команда ЦСКА, Центральный спортивный клуб армии. Армия и дисциплина может противостоять аду и только это. Когда вы даете в себе слабину и начинаете находить разные аргументы для невыполнения 10 приказов Бога, это значит, вы становитесь дезертиром и сваливаете с той армии в ад направлений ада. Запомните бандерлоги. Если хотите жить как человек, вы должны быть как в армии, воюющей армии, которая не может не воевать так, как вы, в аду, в окружении. Если только ваша стена и воля дает трещину, в эту трещину пробирается дьявол, что есть дословно через стену, через волю. Ну а дальше ваша прекрасная жизнь в аду в обнимку с наркотой, чертями да бесами. Это противостояние, надеюсь, понятно, как это понятие священная война.
Что же такое играло в команде Ада? Я всех не буду перечислять. Тут видео, значит, до вечера тогда будет. Но что мне вызвало улыбку, это был финский игрок Яри Кури и другой игрок Кофи. У Яри Кури был номер 17, что в моем переводе не только возраст балбеса, который подсаживается на лакомство ада весьма прытко, но это и обозначение обезьяны. 17-я буква в иврите это ков, что и есть обезьяна. За нефтяников играл и Грецкий тогда, что я перевожу как жрецкий. Жрецы они нужны аду, чтобы дуракам внушить пользу ада. Ну вот спросит Бандерлог, а что такого знаменитый финский хоккеист и не так знаменитый игрок Кофи и легенда Грецкий? Ответ простой. Слушайтесь в те фамилии. Это же Кури и Кофе. Я сам помню, как я любил курить и пить кофе. Тот финский, а это есть понятие конца, игрок это про курево, и номер его не только обезьяний, но и указывает на возраст, когда банка ада поступает к обезьяну и протягивает ему руку с веселой ухмылкой. Ну, мол, что, дружище, давай пойдем со мной, будет весело, и у тебя будет много друзей. Помните то, когда курить ходили компании? Ну, пошли покурить. Ну, пошли. А так сам, может быть, не покурил, но тебя позвали. А с тем угрюмым СССР ничего не будет. Будешь в армии служить, да и все. А тут у нас свобода, пей, кури, кофе, веселуха. Вот на такое нужны глаза разума, чтобы не споткнуться. И система СССР, пока не свалили, она служила такой опорой. До самого конца старались препятствовать аду, как могли. Кто не сдался, тот мог выдержать напор ада, но на то нужно был суровый тренер Тихонов, который успешно одолевал все команды ада. Опять же, это все как бы показное, спектакль, но Тихонов был всегда суровый и мрачный, даже тогда, когда команда побеждала. И он молчал, его раздраженного нам не показывали, кричащего. А вот канадцы-тренеры от волнения всегда жевали жвачку. Как жвачные животные. Нам все показывали, нас воспитывали, нам внедряли отвращение, но мы не поняли и поплатились потом. Жвачка это страшное оружие против обезьяны, но об этом никто не рассказал, да и не поверили бы обезьяны. На то нужен разум. А какой разум у обезьяны? Да никакого. Обмануть, своровать, пожрать, посрать и трахнуться. Все на зверином инстинкте. Без участия разума. И главным в команде сборной СССР и ЦСКА всегда был Тихонов. Вроде он не играл на площадке, но всегда это отмечали, что к победе команду привел Виктор Тихонов. Ну вот победитель, да, Виктор. Как думаете, что он собой символизировал и что по сути может сопротивляться аду и всяким его кури и кофе? Я об этом слове уже говорил в видео про школу, думаю, что никто не вспомнит даже и тем более не наведет мосты. На то мозги нужны и память, а этого у обезьяны как раз и нет. Такого ведь вам не дано, не надо. Без этого можете жить припеваючи, главное больше поработать, больше обмануть, больше послабше ограбить тех, которые и все смотри в порядке в аду. В лагере-то концентрационном, во как вам. Правда, жарковато становится понемногу, шерсть задымилась, облысели славные бойцы ада, толстые стали зомби, но это же не помеха славным героям великопобедителям. Главное, еще жопу умеете потереть, и то уже великая победа. А некоторые умудряются и петь, и танцевать. Вот те раз, какие трупы-то попались энергичные и прыткие. Правда, сами ни песен не могут сочинить, ни музыку, ни танцев, все с экрана, но это же так и должно быть. Не царское это дело чего-то думать и сочинять, и что-то реализовывать свое. Мы же все знаем. И там в экране это такие же бандерлоги все и придумали, и телефон придумали перед этим, и железные дороги построили бандерлоги, и в космос полетели к звездам. И уж, конечно, Гитлера тоже победили славные бандерлоги перед полетом в космос. Значит. Вон сколько медалек-то раздали за победу. Неужто этого не было?
Но Гитлер-то жулик был, нас уверяют, и у него еще Геббельс некий был, его даже отцом лжи назвали, ничего не напоминает. Вот-вот, великопобедители, по-моему, вам насрали в головы, густо так насрали. Так как этих славных победителей я видел еще своими глазами, и могу вас уверить, оно не могло ничего победить. А его алкоголь победил. Это точно. А потом и шекель победил. Слабые те победители оказались. Погнали за разным барахлом и стали гитлер-овцами. Они ими и были все время, только спасибо Иисусу СССРовичу, который не дозволял этому стаду показывать, что оно есть такое. Немножко держал в ежовых рукавицах бандерлогов. Но когда ежовые рукавицы, то бишь, помните такого Ежова, и армейские порядки ушли, началось такое, что теперь вот уже дает свои плоды. И не надо гневно кричать, что, мол, тут Путин все с Ельциным натворил, а мы не при чем. Мультяшки-то как они натворили-то? Кто руками был, кто из экранов, значит, все это реализовывал, и ногами этих мультяшек. Кто тут сжег, все и уничтожил, распродал, разворовал, разграбил, убил. И людей, и инфраструктуру. Десант с неба фашистский или все-таки фашист местные нашлись? Кто у вас теперь в крематориуме людей сжигает? Не ваши ли? Кто яды продают? Не ваши ли? Не вы ли? Кто детей травит? Кто наркотики продает? Кто это все развозит, все присматривает еще, значит, крышует? Это не вы ли, что ли? Великопобедители, их дети и внуки, не иначе. И вам устроили то, чего вы хотели устроить. Вы хотели жить как на Западе и в Америке, вот и получили. Все, как вы заказали. Опять не так и не то. Ну вы ж, может, начинаете думать своей головой, пока еще есть такая теоретическая возможность. А то многим, я знаю, по барабану. Всегда было все по барабану. Когда молодые, им по барабану, потому как молодые, и надо, значит, развлечься. Потом им надо шекели рубить в концлагере на воровстве и обмане. Детей-то надо растить. А уже когда состарились, то какая мне разница, вы там сами разбираетесь, кому нужно. Вот тут такая сволочь всегда и жила. За них другие должны думать и делать. А они будут свое мнение критическое высказывать. И недовольство на постоянной основе выказывать. Нельзя, мол, полупидерасов каких-то послушать в телеге или где-то еще. Ой, вон какая беда. Выходите из заточения, найдите соседа своего и говорите с ним о вечном и великом. А нет с кем поговорить. Ах ты, боже мой. Ну вот это и надо было доказать, что вы-то чем-то не тем занимались все время, если мозги не работают и могут только ретранслировать славные бои в Ормузском проливе. Подсунутое главное это мнение, так как дебил по определению своего мнения и не имеет. Он с Кури и Кофе играет в одной команде, нефтяники против Тихонова и ЦСКА. Вот те, которые пили и курили, они всегда и были в канадской команде. Вот и подумайте, как тут Иисусу СССРовичу можно было обыгрывать столько неприятелей. Это же миллион обезьян. А за ЦСКА единицы. И то играли и выигрывали. Вот это и показывали теми матчами. Это не игра с какими-то заморскими бандерлогами. Все бандерлоги, они одинаковые. Как говорил, есть человек и есть нелюдь. Ту нелюдь можете поместить хоть куда. Он останется нелюдью. И в СССР нелюдей было тоже много, что последующие события и показали. Повылезало, почуяв запах крови, как крысы, значит, сбежались на труп. Так что Тихонов боролся с адом везде, в том числе и в СССР.
Может, кому-нибудь уже теперь это дойдет, когда носом ткнул в испражнение Бандерлога. Так вот, для тех, кто не имеет достаточного объема мозга, чтобы запомнить чего-нибудь из моих видео, напомню, что Тихон — это среднее в иврите. Это среднее образование. Тренер — это школа, он обучает. Тихонов и можно перевести как средняя усредненность. Средняя советская школа обучала и выпускала эмбрионы человека, усредненное некое, которые, попав в благоприятную почву, могли дать урожай человека в строителей общества. Но на этом пути стоял всегда ад с теми кури и кофе да жвачками. И те прекрасные примеры, то образование Бандерлога, что давала советская школа, мамина программа, и те учителя, которые были воспитаны мамой и несли страшное бремя работы с уголовниками, по сути. Многим помогло не пропасть по жизни, выйти в человека, не умереть и стать солдатом в армии, воюющей в священной войне против ада. И эта война, она и священная, и вечная. И победить ад можно только с глазами разума, с дисциплиной, с выполнением беспрекословных приказов, но на это нужно соответствующее образование и память, да, мозги. И то, и другое давала как раз средняя школа советская. Я своим знанием обязан в большой степени только средней школе. В университете это уже было в тот период полный развал и вакханалия. Меня вытащил Тихонов. Долго вытаскивал, трудно, но вытащил. По сути, много того, что я говорю, это и есть, по сути, программа средней школы советской. И об воде, и об физике, и об химии, и об литературе, об истории. Корневые знания, они оттуда. И музыка, и физическая культура, но все оттуда. Родители не заняты были на своих каменоломнях и не могли дать всестороннего образования. И это невозможно, по сути. На то есть школа, и книги, и фильмы. Просто надо этим воспользоваться и не погубить свои мозги. Так как это и есть единственное, чем отличается человек от нелюди. Это рабочие мозги, которые должны быть рабочими в сравнении с нерабочими мозгами нелюди. И по сути с адом борются советы. Советы от Бога, а не в форме приказов. Но сами понимаете, что это больше советы, так как за невыполнение их, неследование тем советам, казнь есть одна, смертная. Но она невидима для Бандерлога. Он ее не понимает. Ему прекрасная жизнь, но он лежит в гробу на кладбище. Это можно увидеть только внутренним глазом, который может появиться только после упорных тренировок. Поэтому и страна советов советами в аду борются. Хорошими примерами, поучениями, рассказами о том, что будет, если станете целоваться со змеей своим и так далее. Что курить вредно и кофе пить вредно, это ведь советы. А вы будете им следовать или нет, это уже ваше личное дело. Вас предупредили. Я бы не давал бандерлогам искушения, но до такой стадии надо дойти сознательности общества, а то сами понимаете, какой вой поднимется в дурдоме. До самих небес ведь дойдет шум, когда, скажем, какой-то наркотик, значит, запретить, вынуть из продаж. Тут уже сами видите, какой вой поднялся из-за простого, что какой-то трубу закрывают, там, и телегу вашу, там, это ваши наркотики снимают в дурдоме дураков. Нет, лучше уже трахнули по голове и лежите себе смирно до второго пришествия. Зачем это такой вой? Ну, давай наркоты лучше навалили, вот все смирные какие на наркотиках. Правда, бешеные, но это все такие же. Ну а ад он свое забирает. Таким образом, большой урожай он забирал и при Советах, при СССР, а теперь это уже массово и организовано, как на скотобойне. Это поставлено на поток. И солдат не осталось. Остались только бандерлоги, зомби и трупы. И, по-моему, в аду Тихонов уже другой, не тот советский, не Виктор, а тот, который позволяет ученикам продавать наркоту,
который устраивает разную ненужную фигню, позволяет использовать телефон, компьютеры и не учит, как бороться с адом. Ад не будет бороться с адом. На то нужен Иисус СССРович и его Виктор Тихонов. Кто бы чего ни говорил и не обливал грязью, но советская школа развивала память и воображение. Самые главные предпосылки не стать манкуртом и обрезанным. Не было никаких тестов, надо было отвечать по сути, и памяти, подсказок не было. И воспитание было и трудовое, я помню, надо было дежурить по классу, и дежурить и в коридорах, и вокруг школы чего-то делали, и в самой школе окна мыли. Поборов не было никаких с родителей, но за их всех не могу говорить. У нас это точно было. Да, идеалов не было, идеально не было, но так и не может быть. Идеал, он по своей сути недостижим. Это как направление, ориентир. А задача у ада противоположная – убить человека и превратить его в зверя. Горизонт просто, тот идеал убрать. А когда убираешь идеал, ничего не остается. У зверюги шекели, да, сахарок, наркота, вон, футбол, да, вот так вот. Превращают в подданного змея. И убить человека – это значит убить его мозг. Насколько возможно быстрее. Теперь этим уже занимаются обрезанием с младенчества. Прививки, значит, укалывания какие-то, питание для младенцев, все такое, памперсы, вот это все. Оно обрезательные, лоботомительные. А Иисус СССРович как мог оберегал от ядов и адов. И фашисты всегда убивали молодую гвардию, всегда. Что выходило из средней школы, их мучили, пытали и убивали. Советская власть держалась на честном слове и одном крыле, как говорится. Враг заполонил всю территорию, и это не могло выдержать натиска зомби. Недовольных сами не понимали чем. Для жизни должна быть система жизнеобеспечения, а не травли и ядов. Сами понимаете, или в худшем случае система образования человека, которая позволяет ему распознать отраву, ложь и яды вокруг. И могу также сказать, что счет тех разных матчей хоккейных, он тоже не случайен, но всегда несет информацию об состоянии дел в аду. Вот что есть мама, и вот как она действует незаметно для безмозглой твари, которая тут очень рада тому, что ее хвалят и ей приписали чужие достижения. Хуцпат — это ведь национальная бандерлога, не согласны? Нет. И тем более, если массово бандерлоги, значит, твердят о победе и полетах в космос, приятно же самому к этому себя отнести. Вон и мы, значит, участвовали в полете в космос. Но тот полет что-то уже долго длится. Как полетели, так и не вернулись с того космоса. Все еще летают летуны. Но летают в аду своей черной дыре, дури и невежества. Только вот. И заканчивая пара слов об вратарях. Неприятель своих защитников ворот называют голкипер. Это дословно держатель цели, задачи в голове. У ада задача завлечь бандерлога в объятия, дать курить, пить, кофе, подсадить на сильные наркотики, на водочку. Тогда овца будет его навеки. Если он пропустит шайбу от советов, это значит в голову зашел совет и не дает устроиться в ад. Значит, заложником. Если забил ад, то совет выбили из головы. Вот как надо смотреть это представление. С пониманием, с расшифровкой, с либретто. А на русском это вратарь. Врат-ар или вратар. Враг врат. Врата головы. Враг вранья. Брат голова. Врать голова. Враг крысы. В зло смолы. Тут мне отлично подходит значение враг вранья. В голову вратарь. Как некий фильтр не пропускает вранья ада, а его, поверьте, все вокруг по сути и есть ложь да обман. А те шайбы на английском, это и называется пак или фак.
Ну а в том трахе фактами есть видео. Вот это и ловить надо вратарю, чтобы в головушку не залетел факт о здоровом и полезном курении с кофем, например. Или то, что там, значит, прописали аспиринчику. Вон для вашего там давления или чего надо регулярно выпивать аспиринчика. Это уже, когда такое пропустили, это значит 1-0 отведет уже. Еще интересно звучит, если тот русский врат заменить на английский wrath и wrath. Гнев, ярость, глубокое возмущение, венок, корона. Ловить шайбы может только гневная и яростная голова, которая видит уловки и вранье ада. Тем самым это и некий венок на голове, корона. Только венценосному по плечу с адом бороться. Я вам скажу простое. Система, которая гниет и сама себя не исправляет, подвергается принудительному исправлению или уничтожению. Вот оно и будет тут. Карателями пройдут по зомби. Опять. Да-да, опять. А каратели будут сами зомби. Все по чесноку. Встали, завелись и пошли. Маршал Сталин. Дорогой друг, запомни, на свете ничего не меняется до тех пор, пока кто-то не начинает менять. И других способов что-либо изменить просто не существует. А ты все сгладил, всех успокоил своей липой.